Всем привет! Мой псевдоним Снеговик. Вы на канале Kyoto Games. В сегодняшнем ролике я приглашу зарубежные группы переводчиков и задам им вопросы по тому, как они переводят модификации для визуальной новеллы «Тук-тук. Литературный клуб», а также другие визуальные новеллы. Приступаем. Также хочу выразить огромную благодарность таким блогерам, как Дима GD Stars, Скорянчик и The Vadi Sketch, которые помогли мне озвучить ответы от данных групп переводчиков. Приступаем. И первым, кого хочу пригласить в свою импровизированную в кавычках студию, будет польский кластер фандома нашего визуальной новеллы. Автор канала ник видите на экране, занимающийся переводами модификаций, а также визуальных новелл на польский язык. Привет! Я рад, что ты согласился принять участие в моем интервью. Давай начнем наш с тобой разговор, диалог. Вот мой список вопросов. Как ты познакомился с данной игрой? И была ли эта игра для тебя первой визуальной новеллой? Проходил ли ты ее в переводе на польском языке или же в оригинале на английском? Как ты познакомился с модификациями для данной игры? В какой момент времени ты понял, что со знаниями языков ты можешь спокойно переводить модификации? Сколько времени занимают переводы модификаций? И сколько времени ты тратишь в день? Расскажи о каких-то либо забавных моментах во время перевода той или иной модификации. Были ли такие моменты, что разработчики по той или иной модификации отказывали в переводе и объясняли ли они этому причину? Расскажи, как проходит процесс перевода. Да, от согласования с разработчиками оригинальной модификации или новеллы до полной публикации на твоих ресурсах. Проходят ли блогеры твои переводы? Что они говорят насчет переводов? Какого качества имеется в виду? Отправляют ли они тебе обратную связь в случае, если находят ошибки на программном уровне или же ошибки в переводе? Работаешь ли ты над переводами один или тебе помогает кто-то еще? Планируешься ли ты взять за перевод таких визуальных новелл, которые знакомы в постсоветском пространстве, ну, СНГ имеется в виду, «Зайчик», «Tiny Bunny» или же «Бесконечное лето», «Everlasting Summer». Какие бы ты советы дал русскоязычным группам переводчиков насчет переводов, модификаций или каких-то других визуальных новелл? И сколько всего было переведено тобой каких-то модификаций, визуальных новелл и всего остального? Большое спасибо за участие. Здравствуйте, я автор канала Скаянчик, и мной будут зачитаны ответы автора Седжи на вопросы, заданные Kyoto Games. Первый вопрос. С DDLC я познакомился случайно. 3 года назад у меня был друг, который сказал мне об аниме. Мне захотелось поискать какую-нибудь игру в такой же стилистике, и тогда я нашел DDLC. Я играл в нее только на польском языке. Второй вопрос. Это очень забавная вещь. Я узнал о модах на DDLC чуть раньше, чем о самой игре, но разница состояла 2 дня. Вопрос третий. Я сразу же подумал об этом. Мне всегда нравилось переводить, и когда увидел, что редактировать диалоги очень просто, сразу же начал переводить моды. Четвертый вопрос. Многое зависит от желания и наличия свободного времени. У меня на перевод мода, который занимает 5 часов, уходит больше месяца-двух. Короткие моды, которые длятся час, я могу перевести за несколько дней. Пятый вопрос. Самые забавные моменты при переводе модификации были при переводе I Gently Open the Door. Очень смешные были английские шутки, которые нужно было правильно перевести на польский язык. Когда я их переводил, много смеялся. Одна шутка была смешной, другие же извращенными. Шестой вопрос. К счастью, со мной такой ситуации не произошло. Но, к сожалению, со мной однажды случилось так, что пока я переводил модификацию, она была забанена и удалена из интернета. Я не смог ее перевести и был вынужден удалить перевод. Седьмой вопрос. Все начинается с того, что я ищу моды про определенную девушку, Сайори, Нацуки, Монику или Юри.
После того, как я нахожу определенный мод, то начинаю в него играть. Если он мне нравится, и он не будет сделан коряво, то пишу его создателю и спрашиваю, могу ли перевести мод и выложить польский перевод на свой канал. Если создатель соглашается, я начинаю распаковывать файлы и переводить модификацию. После того, как закончил перевод диалогов, перевожу графику, видео и шрифты. Иногда они не имеют польских букв. Когда все готово, я начинаю играть в мод, снова, но уже с переводом, чтобы найти ошибки или неправильно переведенные приложения. Если меня все устраивает, то я упаковываю файлы и создаю видеоролик на YouTube. Восьмой вопрос. Я создал канал на своем сервере Discord, где люди могут показывать мне ошибки перевода. Обычно люди очень довольны моими переводами, и мне приходится часто слышать, что они лучшие в Польше, что меня очень радует. Девятый вопрос. Над переводами работаю я один. Десятый вопрос. К сожалению, мои познания в области визуальных новелл очень малы, поэтому я не знаком с этими играми. Тем не менее, я бы с удовольствием поиграл в них. 11 вопрос. Прежде всего, вы должны знать английский язык на хорошем уровне. Не используйте Google переводчик. Делайте перевод медленно и очень внимательно. Не пропускайте ошибки и не волнуйтесь, если кто-то вам их покажет. Двенадцатый вопрос. Я уже перевел 22 модификации на DDLC, 3 части визуальной новеллы Некопара, одна игра по визуальной новелле Моя Эра. Я ответил на все вопросы. Спасибо за прекрасные вопросы. Мне они очень понравились. А я перехожу дальше. А сейчас я в свою студию хочу пригласить испанских кластер фандома нашей игры. И у меня гости, 3 гостя из Discord сервера Doki Doki Spanish Club. Ники видите их на экране, и мы приступаем. Привет вам троим, и приступаем к нашему с вами диалогу. Как вы познакомились с данной игрой? Была ли для вас троих эта игра самой первой визуальной новеллой? И проходили ли ее в переводе на испанском или в оригинале на английском? Как познакомились с модификацией для данной игры? В какой момент времени вы поняли то, что знание своих языков вы можете, со знанием языков вы можете спокойно переводить модификации? Сколько времени в среднем занимают переводы? И какое количество времени в день вы тратите? Расскажите о каких-то забавных моментах во время перевода той или иной модификации. Были ли такие моменты, что разработчики той или иной модификации отказывали вам в переводе? И объяснялись ли причины этого? Расскажите, как проходит процесс перевода от согласования с разработчиками оригинальных модификаций или же новелл до публикации на ваших ресурсах. Проходят ли блогеры ваши переводы? Что они говорят насчет качества переводов? Отправляют ли обратную связь в плане наличия или отсутствия ошибок на программном уровне или в плане перевода? Работаете ли вы над переводами? Имеется в виду, вот вы трое пришли ко мне. Одни имеются втроем, или кто-то вам помогает еще. Занимается ли ваша группа переводом визуальных новелл, или для этого есть еще отдельная группа по переводам? Сколько всего было переведено модификаций на испанский язык, и какой стандарт испанского используется? Испанский, который в Испании, или латиноамериканский стандарт испанского языка? Какие бы советы вы дали бы русскоязычным группам переводчиков насчет переводов, модификаций и визуальных новелл? Большое спасибо за участие, а я перехожу дальше. Здравствуйте, я автор канала Dimagy Restart, и сейчас я буду зачитывать ответы авторов MindGT, FakeYourMind21, NicoGP11 на вопросы данной Kyoto Games. Первый вопрос.
Что касается того, как я узнал о ДТЛК. В то время, примерно в 2018 году, я увидел видео Года Кофе о Exit Music. В то время я этого не знал и думал, что это скучно и бессмысленно. Пока несколько месяцев назад я не дал игре шанс. И я был совершенно неправ насчет этого. Отвечая на ваш вопрос, если бы ДДЛК был моим первым визуальным романом, я бы ответил отрицательно, потому что до того, как играть в ДДЛК, я играл в несколько визуальных романов. В то время я не знал, что они были в ВН, и я играл в ДЛК в испанском переводе. Второй вопрос. Это звучит забавно, но о модах ДДЛК я думал, что они были продолжением оригинальной игры. Дело в том, что, по-видимому, я не знал о модах и думал, что они были продолжением оригинала. В моем случае я думал, что летнее время было продолжением оригинальной ДДЛК. Третий вопрос. Я использую перевод в качестве стажировки, и когда мне становится трудно, я использую сам переводчик. Кроме того, я всегда хотел быть переводчиком для этого сообщества. Четвертый вопрос. Это всегда зависит от продолжительности мода и времени, которое у меня есть. Примерно, я посвящаю этому 4 часа в день, и если я уделяю себе немного времени для создания модов, это будет для очень длинных модов 2 недели, а длинные моды на 1 неделю. А моды короткой и средней длины примерно на 5 дней. Пятый вопрос. Забавный момент во время перевода был, когда я делал мод Village. Я не очень хорошо его помню, но сцена была там, где Моника злилась на МЦ за то, что он вел себя безразлично. Я не очень хорошо помню, как оно это было. Шестой вопрос. Насколько я знаю, мне не отказывали ни в чем, что я могу припомнить. Седьмой вопрос. Давайте рассмотрим процесс перевода в мобильной версии DDLK. Сначала необходимы мод-файлы и исходные файлы DDLK. Затем требуется эмулятор визуальных новелл, такой как Xager и JoePlay. Для распаковки файлов игры из RPA в RPU используется файл deckpack.rpu. После извлечения двух папок и копирования файлов модов в исходную игру, файл deckpack.rpu помещается в папку Game в игре. Затем открывается эмулятор и запускается программа мода. После запуска мода файл deckpack.rpu заменяется и переходит в папку мод, где будет папка распакована. В этой папке находится папка Game с распакованными файлами, которые служат переводом. Далее используется текстовый редактор Sublime Text и ресурс Game Resource Reread для редактирования файлов RPU. После редактирования файлов RPU они копируются обратно в папку игры. Также используется Xager для выполнения перевода и проведения игрового тестирования. Кроме того, для возврата файлов в формате RPA требуется помощь ПК. Восьмой вопрос. В основном люди, которые играют в переводы, обычно присылают какие-то ошибки, которые они находят в них. Кроме того, у всех разное мнение о переводах, и в основном они присылают скриншоты ошибки, которые случаются с ними как на уровне кода, так и на уровне перевода. Девятый вопрос. Что касается переводов, то я обычно делаю их самостоятельно, но был особый случай, когда мне понадобилась помощь из-за объема перевода. Десятый вопрос. Существует отдельная группа переводчиков, которые отвечают за перевод самих модов. 11 вопрос. На сегодняшний день у нас выполнено более 200 переводов, и используемый испанский язык варьируется в зависимости от переводчика, поскольку это может быть испанский из Испании или латинско-американский. 12 вопрос. Небольшой совет, который я даю, заключается в том, что при переводе, если вы не понимаете язык, вы должны использовать переводчик, а также стараться сделать предложение понятным и имеющим смысл сам по себе, а не копипастить. А сейчас я в свою студию хочу пригласить португальских властях фандома нашей игры, и у меня гость из Discord сервера Mirai Translation, ник видите его на экране, и приступаем к последней заключительной части. Как познакомился с игрой, и была ли твоя Дуки-Дуки, Тук-Тук, литературный клуб, твоя первая визуальная новелла, проходил ли ты ее на португальском языке или в оригинале в английском? Как ты познакомился с модами для данной игры? В какой момент времени ты понял, что со знанием языков ты можешь спокойно переводить модификации? Сколько в среднем занимают переводы модификации? И какое количество времени в день ты тратишь? Расскажи о каких-то забавных моментах во время перевода. Были ли такие моменты, что разработчики отказывали вам в переводе и объяснили ли причины этого? Расскажи, как проходит процесс перевода от согласования с разработчиками оригинальной модификации или какой-нибудь новеллы до публикации на ваших ресурсах.
проходят ли блогеры данные переводы, что они говорят насчет качества перевода, отправляют ли они обратную связь в плане наличия ошибок на программном уровне или же на наличие ошибок в переводе. Работаешь над переводом один или помогает тебе кто-то еще? Занимается ли ваша группа переводом визуальных новелл или для этого есть отдельная группа по переводам? Сколько всего было переведено модификация на португальский язык и какой стандарт португальского используется чаще всего? Стандартный португальский, который в Португалии, или который бразильский стандарт португальского языка? И какие бы ты советы дал русскоязычным группам переводчиков насчет переводов или же других визуальных новелл? Здравствуйте, я автор канала The Vadia Sketch, и сейчас я буду зачитывать ответы автора Ренс Гертена на вопросы, данные Kyoto Games. 1. Я играл в Доки Доки литературный клуб из-за бывшей девушки. Она познакомила меня с игрой. Нет, Доки Доки не была моей первой визуальной новеллой. Я уже играл в визуальные новеллы до того, как играл в DDLC. Я играл на английском языке. 2. Это было на канале YouTube, который в то время назывался Exit Music. 3. Прежде чем переводить моды, я уже делал переводы. Перевел додзинси, некоторые комиксы и даже добавил субтитры к некоторым видео на YouTube. Просто друг научил меня пользоваться Visual Studio и распаковывать RPA файлы. 4. Короткий мод практически можно перевести максимум за 3 дня, переводя от 2 до 4 часов. Мой самый длинный мод переводился 4 месяца, работая от 3 до 6 часов в день. 5. Это были моды, у которых была такая плохая грамматика, что переводить было непросто. Моя грамматика не самая лучшая, но этот мод было непросто перевести. В конце концов, я перевел его так, как если бы это был комедийный мод. 7. Нет, все разработчики были очень внимательные, а некоторые даже помогали с некоторыми вещами. 8. Да, обычно это делают ютуберы, и в самом видео они дают обратную связь. Некоторые уже обращались непосредственно ко мне, хваля и критикуя там, где я сделал что-то не так и где я могу улучшить. 9. У нас есть небольшая команда переводчиков, где все собираются вместе, чтобы перевести большой мод, но обычно, когда мод короче, я перевожу один. 10. Наша группа переводит как Доки Доки литературный клуб, так и другие игры, будь то визуальные новеллы или нет. 11. Более 20 модов Доки Доки и более 10 игр, визуальные новеллы или нет, переведенных нашей командой. 12. Самое главное — быть терпеливыми. Перевод — это то, что кажется легким, но это не так. Это то, что утомляет ум. Всегда делайте перерывы от 10 до 20 минут каждый час. И самое главное — переводите то, что вы хотите перевести. Нет ничего ужаснее, чем переводить то, чего вы не хотите. Просто чтобы угодить сообществу. Переводите то, что сделает вас и сообщество счастливыми. Большое спасибо за участие, а я перехожу к заключительной части. Вот такое у меня вышло интервью с 3 зарубежными группами переводчиков. Я хочу еще раз поблагодарить за то, что они приняли участие в этом, а вам за то, что вы посмотрели ролик, а также хочу еще раз поблагодарить автора канала Дима Джидиста с Korean через The Vadia Sketch, которые помогли мне озвучить ответы от данных групп переводчиков. Групп переводчиков. Надеюсь, вам понравилось, вы узнали что-то новенькое для себя. Ну и в самом конце спасибо за просмотр, лайк, подписка, комментарий, колокольчик и все остальное. Увидимся в других видеороликах на моем канале.